Элвин Гулуев увидел, как на улице напали на прохожего. Он бросился на бандита, выбил у него нож и сдал полиции. Омский прохожий помог родителям спасти тонущих детей. 16-летний подросток, не задумываясь, прыгнул в ледяную воду. 25 лет назад едва не началась ядерная война. Станислав Петров не поверил технике и тем самым предотвратил страшную катастрофу. Всем привет! Меня зовут Эд, и вы на канале Проект Магнит. Прежде чем начнется этот прекрасный ролик, я хочу сказать каждому из вас огромное спасибо за то маленькое чудо, которое вы все вместе сотворили для меня, моей мамы. Я не могу даже подобрать слова, чтобы передать ту благодарность, которую мы ощущаем. И обязательно, как только мама выйдет из больницы, я сделаю отчет, мы выйдем в прямой эфир и расскажем, как все проходит. А кто не в курсе, можете перейти по ссылке в описании на стрим и посмотреть, о чем я говорю. А сейчас перейдем к этому замечательному ролику, который расскажет о таких же добрых людях, о поступках, которые становятся эталоном для подражания. И я надеюсь, таких людей, таких как мы с вами, будет становиться в мире все больше и больше. Благодарю, и давайте быть магнитом и притягивать в свою жизнь только самое лучшее. В Тольятти наградили 23-летнего тренера местной школы единоборств. Он задержал вооруженного преступника. Случилось так, что на улице Карла Маркса в городе Тольятти он стал очевидцем нападения на прохожего. Причем нападавший был вооружен ножом. В таких ситуациях большинство людей предпочли бы не вмешиваться. Оно и верно, ведь обычный неподготовленный человек практически обречен на ранение или даже смерть, если идет против агрессивно настроенного вооруженного преступника. Я увидел нож, как он сует ему в голову этим ножом. То есть, потом, соответственно, кровь я видел. И тогда понял, что это серьезно. То есть, это было много ударов? Ну, при мне только раз 10 было. Но прохожему сильно повезло, что поблизости оказался именно Элвин, мастер по уничтожению противников голыми руками. Но даже не это главное, а важен сам поступок. Элвин, рискуя своей жизнью, бросился спасать совершенно незнакомого ему человека. Кто-то должен был остановиться, иначе бы плохо закончилось бы. Может, один потерял бы жизнь свою. Потом на месте этого человека могли быть и мои родители. Атаковав преступника, он выбил у того нож, чем обратил последнего в бегство. Но этим он не ограничился. Наш храбрый боец решил довести дело до конца, чтобы таких опасных для общества людей на улицах было как можно меньше. Догнав его, он сбил того с ног и, вызвав полицию, удерживал до тех пор, пока те не приехали. А прохожего, на которого было совершено нападение, удалось спасти, хоть он и получил множественные ножевые ранения. Сам Элвин был награжден грамотами и поощрен за активную гражданскую позицию. Ну что тут еще скажешь? Молодец, брат. Браво, Элвин. А тут отличился храбрый подросток, который обязательно должен стать для подрастающего поколения примером для подражания. Саша, так же как и наш Элвин, оказался в нужном месте в нужное время. Этот случай произошел в Омске. Вячеслав Карпюк со своей женой и детьми прогуливался по Иртышской набережной недалеко от бульвара Победы. Там-то чуть и не произошла страшная трагедия. Когда отец детей взял велосипеды, чтобы отнести их в машину, мама девочек буквально на мгновение отвлеклась на малыша, упустив из виду дочек, которые сбежали вниз по бетонному заграждению. Одна из них споткнулась, задела другую, и обе упали в ледяную воду. Жена сразу закричала, я все бросил, тоже побежал, сразу прыгнул в воду за детьми, чтобы их спасать. Вода холодная. И вот. Дочки сразу с испугу за шею начали хвататься, и нахлебался воды, под воду несколько раз уходил. Вот, поэтому выплыть здесь не получалось, думал дальше плыть, но сил все меньше и меньше оставалось. И тут на помощь неожиданно пришел 16-летний Саша, который сиганул в воду и помог отцу с дочками подплыть к краю бетонного заграждения, куда позже очевидцы спустили машинные тросы и стали поднимать пострадавших. Саша в этом тоже принимал непосредственное участие. И если бы не его помощь, отцу пришлось бы очень сложно. Смотрю, девочка вообще маленькая, в одежде, то есть уходит под воду, и там уже больше даже не раздумывал, начал раздеваться. Разделся, у меня спросили, будешь прыгать, и я рукой махнул и прыгал. И молодой человек спускается с парапета, прыгает в воду
и начинает помогать тому мужчине. Вот такие герои живут среди нас. Мы не где-то там на Марсе, мы тут, рядом, друг с другом. И кто знает, случится с нами что-нибудь, кто поможет. Возможно, именно тот человек, который проходит мимо. Супергерои не на экранах телевизоров. Мы и есть они. Герой живет в каждом из нас. По крайней мере, в вас, дорогие зрители, друзья нашего канала, я нисколько не сомневаюсь. Спасибо вам, наши герои. И, наконец, третья и самая главная история, от которой у меня лично были мурашки по коже. Знать в лицо этого великого человека, профессионала своего дела, должен каждый, потому что он предотвратил ядерную войну, от которой мы были лишь в одном шаге. В ночь на 26 сентября 1983 года на командный пункт Серпухов-15, который находится в 100 километрах от Москвы, поступила информация о запуске межконтинентальных баллистических ракет из США в сторону СССР. Пошла ракета, повторяю, пошла баллистическая ракета. Уровень достоверности максимальный. Всем немедленно занять свои места. Дежурным был наш полковник Станислав Петров. По инструкции офицер тут же должен был оповестить об этом руководство страны, которое, скорее всего, приняло бы решение об ответном ударе, учитывая, что холодная война в то время была в разгаре. Я категорически не хотел стать виновником Третьей мировой войны. По сути, ракеты были уже в воздухе, и некогда тут было думать. Однако Петров решил повременить. Откинув волнение и усмирив свой ум, сосредоточившись, он начал моментально анализировать ситуацию. Сделав это, он понял, что система выдает ложную информацию. Во-первых, во время настоящей атаки американцы вряд ли запустили бы всего лишь несколько ракет с одной базы. Во-вторых, никто из обычных солдат, отслеживающих обстановку в воздушном и космическом пространстве, не докладывал о запуске ракет. Чувствовал себя, как будто меня везут на казнь. Растягивались минуты, а минуты – вечность. Если я принял неправильное решение, погибнет очень много людей. Очень много людей. Your glowing eyes glitter like the stars by the sea. И тут наш офицер со всей ответственностью принял решение доложить о ложном срабатывании системы, которое в итоге дошло до министра обороны Устинова. Оказалось, что так и есть. Система сработала некорректно из-за того, что солнечный свет отразился от высотных облаков и засветил датчики. Естественно, действия Петрова были засекречены, о них узнали только в 1991 году. И только в 2006 году в штаб-квартире ООН Петров получил награду, на которой была выгравирована надпись «Человеку, который предотвратил ядерную войну». А в феврале 2013-го мужчина получил Дрезденскую премию 25 тысяч евро, которую вручают за предотвращение вооруженных конфликтов. Однако его вскоре забыли. И даже друзья узнали о его кончине лишь спустя 4 месяца после случившегося. Этот человек, по сути спасший миллионы жизней, умер 19 мая 2017 года в одиночестве у себя дома. I'm not a hero. I was just in the right place at the right time. In the fall, dogs start barking, your body is set to escape. And after all, you want nothing more than to rest your head and dream to astray. But someone here. Моя семья фактически распалась. Переживала жутко тогда. А вы кого-нибудь потом так любили еще после нее? Нет.
Память не позволяла этого. I was just in the right place at the right time.